Сумка-шопер может быть не только функциональной, но и просто красивой. В этом видео я познакомлю вас с небольшими секретами пошива такой сумки. Чем можно уплотнить тканевую сумку, чтобы она держала и не теряла форму? Как пришить подкладку и сделать аккуратный верхний край? Какую фурнитуру использовать, чтобы ручки из натуральной кожи и регулировались по длине, и легко отстегивались, чтобы сумку можно было постирать? Итак, шьем простую сумку-шопер. Привет, друзья! С вами Лилия Гомболевская. Из плотной плательно-костюмной ткани вырезала детали сумки. Это деталь верха, и темная сторона будет лицевой. Расчет делала по чертежу, который можно скачать по ссылке под видео. Имейте в виду, что все размеры на чертеже даны без припусков на обработку. А вот эта зеленая линия – это линии припусков, ширина которых по всем срезам равна 1,3 – 1,5 см. И только на кармане подкладки верхний припуск равен 4 см. Из хлопчатобумажной ткани серого цвета вырезала такую же деталь, точно такого размера. Лицевую сторону сумки я хочу отделать кружевным полотном. Беру кусочек и вырезаю по размерам детали сумки. Ширина кружевной полосы у меня получилась примерно 26 см. Закрепляю кружево сначала булавками, а затем наметываю его на основу. Не растягивайте кружево, но и не делайте его свободным, иначе в готовом изделии оно будет некрасиво провисать. Наметываю по всему периметру кружева. А затем кружево настрачиваю, отступая от края 7-10 мм. Если у вас, как и у меня, такой же глубокий витиеватый фестонный край, то нужно постараться пройти по его контуру. Если же глубина выступающих кружевных краев небольшая, то можно прошить по прямой линии. Я стараюсь идти по контуру, если не точно, то хотя бы приблизительно. После того, как вы настрочили кружево, временные ручные стежки нужно удалить и проутюжить швы. Теперь нужно наметать получившуюся деталь сумки на прокладку, которая будет служить уплотнением сумки. Я буду использовать вспененный полиэтилен, пенолин. Это подложка под ламинат, соответственно, покупала я его в строительном магазине. У меня его толщина 2 мм. Кроме такой подложки, можно использовать не толстый одежный утеплитель синтепон, только предварительно его нужно проутюжить утюгом в максимальном режиме, с паром, или же через влажный проутюжильник. Синтепон станет плотным, тонким и достаточно упругим. Я показала вам пример на кусочке синтепона. Как другие варианты, можно использовать тонкий поролон толщиной до 5 мм, жесткий фетр, различные швейные клеевые или неклеевые прокладки типа флизелин, дублерин. Итак, из пенолина вырезаю деталь такого же размера, как и деталь верха сумки. Можно сделать немного больше, а после наметывания подрезать срезы вровень с верхом. Наметываю деталь верха сумки на пенолин. Стежки прокладываю по всему контуру. Теперь намечаю на донышке 2 линии и прокладываю по ним строчки. В работе с таким материалом, как пенолин, есть некоторые сложности. Это затрудненное передвижение на швейной машине. Использование специальной тефлоновой лапки особо не спасает. У меня есть шагающая лапка, но я не стала ее использовать, так как не у всех она есть. А я хочу показать, какой прием можно использовать для лучшего продвижения материала на швейной машине. В принципе, прием простой. Все слои материалов нужно слегка подтягивать руками, но не переусердствуйте, иначе можно просто согнуть и сломать иглу. Обе строчки прокладывайте в одном направлении. В этом случае вы избежите перекоса материала верха. Теперь я буду стачивать боковые срезы сумки. Складываю деталь пополам и скалываю булавками боковые срезы. Если вы не уверены, что сможете прошить без предварительного сметывания ручными стежками, то сделайте это. Эта строчка идет труднее, так как пенолин располагается уже с двух сторон. Я, кстати, пробовала подложить бумагу под строчку с двух сторон,
Но мне не понравилось качество строчки. Она выходила немного рыхлой, если можно так выразиться. То есть стежки не были затянутыми как нужно. И шов в итоге разъезжался. И опять просто помогаю руками продвигать материалы. Еще попробовала использовать мел, но результата особо это не дало. Теперь складываю два коротких среза между собой, совмещая боковой шов с серединой второго среза. И стачиваю. Кстати, припуски при раскрое я делала 1,5 см, поэтому и стачиваю все швы шириной 1,5 см. Эти операции повторяю и на другой стороне сумки. Когда внутренние швы стачены, я хочу усилить дно сумки. Для этого вырезала из пенолина полосу размером 9,5 на 42 см. Полоску приклеиваю с помощью термоклея. Сумку выворачиваю на лицевую сторону и хорошо расправляю уголки и швы. Швы, конечно, можно было бы разутюжить, но они хорошо выглядят и без лишней тепловой обработки. Верхнюю часть пока откладываю в сторону. Подготовлю подкладку и начну с обработки накладного кармана. Его размеры указаны на чертеже 21 на 22 см, плюс припуски по 1,5 см с 3 сторон и 4 см по одной длинной стороне. То есть деталь кармана должна быть размером 25 на 26,5 см. Сначала обрабатываю верхний край внутреннего кармана подкладки. Отмечаю от края 4 см. Затем подгибаю срез сначала на 2 см, а затем еще на 2 см и застрачиваю край. Приутюживаю карман, а затем подгибаю остальные срезы на ширину по 1,5 см и их заутюживаю. Намечаю на подкладке место расположения кармана по центру, отступая от верхнего среза на 7 см. И настрачиваю карман на подкладку. Ширина строчки 1 или 2 мм. А дальше стачиваю швы подкладки таким же образом, как и швы деталей верха. Сначала длинные, а затем поперек короткие. Единственное, что на одном из длинных швов нужно оставить нестаченным отрезок длиной около 20 см. Через это отверстие нужно будет вывернуть сумку.
Готовую подкладку пока не выворачиваю. Вкладываю в нее сумку, уравниваю верхние срезы, скалываю их булавками, а затем стачиваю по кругу. Я решила, что в моей сумке карман на подкладке будет со стороны, которая без гипюра. Вы можете сделать так, как вам нравится. Теперь через отверстие выворачиваю сумку на лицевую сторону. И зашиваю отверстие, подогнув срезы внутрь. Не очень горячим утюгом с паром, у меня на отметке 2 точки, приутюживаю шов. Выворачиваю сумку подкладкой вверх и выметываю верхний шов. То есть по шву делаю небольшой переход в 2-3 мм ткани верха на сторону подкладки. А теперь по верхнему краю прокладываю отделочную строчку на ширину лапки, то есть примерно на 6-8 мм. Если нужно, приутюжьте готовый шов. Из толстой натуральной кожи нарезала 2 полосы размерами каждая 2,5 на 73 см. Можно использовать, например, поясной ремень или же ручки от старой сумки. Ручки будут крепиться с помощью кабурных кнопок. Это кнопки, которые состоят из 2 частей и собираются винтовым соединением, то есть очень просто. А в ремне делается отверстие, которое просто насаживается на такую кнопку. По краям ремня ручки делаю по 3 отверстия. Диаметр отверстия должен быть немного меньше, чем головка кнопки. А чтобы ремень легко застегивался на кнопку, нужно сделать над отверстием небольшой надрез, примерно пару миллиметров. Надрез должен смотреть вверх. Такие отверстия делаю с каждого края ручки. Намечаю на сумке места расположения кнопок. Отверстия для них я решила сделать с помощью шила, чтобы постараться не нарушать целостность ткани. Дополнительно вырезала 4 кожаных полоски размерами 2 на 5,5 см. На них также сделала по 2 отверстия с расстоянием между ними 3,5 см. Эти полоски ставлю со стороны подкладки. В итоге они усилят места крепления кнопок. Устанавливаю кнопки.
Пристегиваю ручки. Так как на ручках есть дополнительное отверстие, то длину ручек можно регулировать, сделав их длиннее или короче. А еще сумку можно легко стирать, предварительно сняв кожаные ручки. По желанию в этом месте можно установить кнопку, чтобы сумка не раскрывалась. Вот такая сумочка-шопер получилась. Конечно, для покупки продуктов она не очень подходит, а вот для походов за новым гардеробом будет в самый раз. Буду рада, если вы оставите комментарии, делитесь впечатлениями, задавайте вопросы. А если понравилось, ставьте лайки, мне будет приятно. Спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.